Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Garnish Life. Меня зовут Игорь, и я увлекаюсь водородными технологиями. Сегодня с вами мы познакомимся с интересным изобретателем Александром, который собирает необычные электробайки. И да, друзья, это выпуск «Шаг новатора». Выпуск, в котором я рассказываю об интересных изобретателях и их интересных и необычных разработках. Погнали! В общем, друзья, Александр создает электробайки. И посмотрите, это, на мой взгляд, довольно очень необычный и очень интересный образец. Это наш электробайк, который мы сделали для выставки. Вообще команда называется у нас Utarex. Байк мы собирали, делали вдвоем с Павлом Юдиным. Он делал графику всю, эти панели с рожицами зелеными, это его задумка. Байк был сделан специально к выставке «Мотовесна» для кастом-шоу. Изначально я его опробовал на дороге, сначала поездил, прежде чем уже добавлять там эти элементы декоративные. То есть он и ездит, и выглядит неплохо, как для шоу. Реально очень необычный, такой массивный и очень как будто что-то там Макс, как там этот фильм-то называется? Безумный Макс? Да, Безумный Макс, что-то такое прям безумно интересное. А мощность его? Мощность у него 3 киловатта. По факту это мопед. Легально можно передвигаться по дорогам общего пользования. Максимальная скорость разрешена 50 км в час. Мотор до 4 киловатт должен быть номинально. Здесь все соответствует. То есть мы производители, поэтому соблюдаем все требования, правила изготовления электротранспорта. Это электробайк категории мопед, как я уже сказал. Собран он на мотокомплектующих, то есть это не велосипед, который электрический, а именно, по сути, мотоцикл, на мотоциклетных комплектующих. Мотор, колесо у него 3 киловатта, установлено в колесе непосредственно. Это для города максимально удобный форм-фактор, потому что многие делают привод ременный либо цепной на центральный мотор. Я считаю, что это для города не требуется. То есть чем проще, тем надежнее и функциональнее. Поэтому мотор здесь в колесе у нас, очень много места для аккумулятора. То есть аккумулятор можно огромной емкости поставить, чтобы был пробег 200 и более километров. Задние амортизаторы у нас есть, это тоже очень важный момент. То есть без амортизаторов электробайк для дорог общего пользования не годится, потому что все ямы, все это в позвоночник отдается. То есть я пробовал ездить, я экспериментатор, сам и так пробовал. То есть амортизаторы обязательно должны быть, они у нас есть здесь, пневматические. Потом рама комбинированная, нижняя часть это сталь, стальные трубы, верхняя часть это так называемый авиационный алюминий D16T фрезерованный. Потом у нас подрамник довольно оригинальной конструкции сделан для того, чтобы можно было установить и седло, и амортизаторы закрепить, 2 амортизатора. Дальше у нас посадка здесь боберная, он у нас называется кибербоб. То есть это классический бобер, ноги немножко вытянуты вперед, руки тоже вперед, и низкое сиденье, низкое седло. Фальшбак это у нас короб для контроллера, по сути. Сейчас он, правда, перенесен вниз, а на выставке мы делали, чтобы был контроллер прямо здесь, и выходили отсюда такие гофры, провода, чтобы больше, киберпанковский такой стиль был. Сейчас он немножко переделан, чтобы ездить по городу. Мне так удобнее, когда контроллер вместе с батареей находится внизу. А это табло, оно о чем говорит? Это вообще интересная вещь. Совсем недавно я был в компании Adapta, которые занимаются разработкой российских контроллеров. То есть это контроллер Adapta Max-E, но у них сейчас будет новая версия, я надеюсь, что удастся ее потестировать с другой архитектурой, с другим дизайном, с расширенным функционалом. Я на своих прототипах использую пока старую их версию, и мне очень нравится. Я думаю, что новая будет еще лучше. Здесь бортовой компьютер, можно сразу посмотреть состояние батареи, все ячейки.
показывает. Это такое количество ячеек? Да, и 20 ячеек получается, 60 вольт. Вот, можно перенастроить сразу любые настройки, любые комбинации, там можно все изменить сразу, то есть остановившись за пару секунд перенастроить и поехать дальше уже с другими характеристиками. Ну, стандартно, конечно, есть режимы. Это эко-режим, нормальный режим и буст, чтобы он более динамичный был, если требуется. То есть контроллер очень здоровский, это прям российская разработка. Прикольно. А масса его? Массу сказать точно не могу, порядка 80 килограмм. То есть он, он довольно тяжелый, я бы не сказал, что он прям так взять и поднять. То есть до 70 килограмм можно поднять, когда уже больше 70, он такой чувствуется уже вес. Прикольно, очень креативно и очень классно. Я бы даже прокатился. Да, можем прокатиться. Да? Сейчас прокачусь. Тебя просто тогда все. Ну и все, теперь курок газа. Попробуйте. О, блин, офигеть. Прикольно. Так, все, я поехал. О, я поехал. Блин, а прикольно едет. И главное, тихо. Такой ход плавный. Конечно, мы снимаем в парке, но мы особо-то и не гоняем. То есть мы едем плавненько. Ух. Просто реально вот Париж. Вообще кайф. Очень круто. И мягко. Он работает просто беззвучно. Вообще не слышно его. Широкий руль. Прям такой Прям едешь такой, прям мощно. Но при этом тихо. И очень круто. А вообще, друзья, в парках на электротранспорте опасно кататься. То есть мы, конечно, здесь не гоняем ничего. Мы максимально аккуратно, максимально деликатно. Небольшой тест, небольшой пробег. Но вообще, друзья, в парках будьте предельно внимательны, если вы на самокатах или другом каком-то электротранспорте ездите. Обязательно не гоняйте. Это опасно. Не подвергайте, как там говорится? Не подвергайте других опасности. Я потом это вырежу. Все, поехал. Очень бесшумно, вообще не слышно. То есть, если ехать даже на велосипеде, велосипед будет слышно. А тут прям такая тишина, как будто ты Париж. Блин, очень удобно, очень мягко, вообще очень кайфово. Блин, очень крутой аппарат. Александр, а на какой километраж хватает аккумулятора и как долго приходится заряжать? Ну, у меня здесь тестовый аккумулятор стоит, потому что я делаю электробайки именно как прототипы, чтобы можно было экспериментировать и доводить до совершенства аппарат. Поэтому мне большой пробег не требуется. Мне нужно, чтобы аккумулятор был легко разборный, чтобы можно было под каждый следующий там прототип не покупать каждый раз новый аккумулятор, а старый пересобирать в другой форм-фактор и использовать его же. То есть чем больше комплектующих можно использовать старых, тем дешевле выходит прототип, соответственно. А так, в принципе, место в раме рассчитано на очень большой аккумулятор. Здесь километров 200 он может проехать. На одной зарядке? Спокойно. Да. На одной зарядке 200 км. То есть можно на дачу съездить и обратно? Да, время зарядки часа 4, наверное, будет. На 200 км всего 4 часа? Ну, зависит от батареи, конечно, от зарядного устройства, но сейчас это возможно вполне за 4 часа заряжать. Вот. Ну, может быть, хорошо, чуть больше, там будет 5 часов. А это первый ваш прототип или вы до этого тоже уже собирали? Нет, это прототип, около 20 прототипов уже у нас есть, наверное. Причем они, я не могу сказать, что они сделаны и все стоят в рядочек там где-то, да, на складе. То есть обычно прототип делается для того, чтобы проверить теоретические доводы, там, домыслы на практике. Поэтому делается прототип, испытывается, дорабатывается, и когда он доведен до требуемого состояния, обычно он разбирается там, да, и собирается уже следующий прототип, вот, чтобы усовершенствовать это все. Как лего получается. Собрали, разобрали, усовершенствовали и так далее. Да. Поэтому прототипов было сделано много, но так, чтобы вот на ходу и прямо покататься на чем-то, вот один сейчас. Ну,
теоретически можно собрать что-то из старых, взять опять раму, опять перевесить комплектующее оборудование там, и поездить на нем еще раз, испытать, например. Так обычно в чертежи вносятся изменения, там в SolidWorks или где-то еще меняется модель, и все это остается в компьютере. Еще вопрос. Новые какие-то, новые разработки, новые идеи? Сейчас я хочу плотно заняться трициклами городскими, вот, потому что у нас еще в 2019 году мы полностью сформировали в свое видение и всю свою линейку продукции, над которой будем работать. Это серия U, как мы их назвали, начиная с U5 серии. U5 это байки на велокомплектующих, максимально простые. U6 это вот как раз U6 серия, это на мотокомплектующих электробайки, они чуть посложнее. Следующая серия это U7, это курьерские, решения для курьеров. U8 это складные электробайки, о них можем побеседовать поподробнее, потому что это уникальная разработка. Вот нам на нее выдали патент, то есть признали это изобретением, и у нас есть патент на наши складные байки. А в чем их изюм, в чем их особенность будет? Особенность в том, что на дороге он ведет себя как полноценный полноразмерный мотоцикл, да, мопед, скажем так, но при этом его можно хранить в квартире и перевозить в автомобиле. Потому что для меня, я его изначально разрабатывал для себя, да, потому что у меня есть проблема, что не хочу хранить мотоцикл где-то на парковке, там на платной, в гараже, еще где-то. Мне нравится, когда он рядом всегда. Вот, и поэтому всегда хотелось хранить его в квартире. Вот, соответственно, мои домашние всегда были против этого, то есть они с мотоциклом жить не хотят. Вот, и я придумал такое решение, чтобы он складывался. То есть приезжаешь домой, на лифте его закатываешь, потом снимается батарея, и в пустоту, в пространство, которое освобождается в раме, складывается заднее колесо. А после этого складывается там еще передняя подвеска, сделана специально, чтобы тоже можно было сложить. То есть телескопическую вилку ее сложить нельзя, не получится сделать ее короче. А там специальная маятниковая вилка, которая складывается, и получается совсем небольшой байк, там в пределах метра, наверное, в длину, может, чуть побольше. И его можно где-то в коридорчике поставить, вот, либо на зиму на балкон, например, закатить, чтобы он не мешался. А батарея съемная, она заряжается отдельно от него. Офигеть. Я поэтому оставлю Александра контакты, координаты под этим видео. И я думаю, если вы загоритесь желанием купить подобный байк или чтобы вам его разработали и хранить его дома, можно будет найти Александра, связаться с ним и стать хозяином вот такого чуда. Вот. Поэтому, друзья, заходите в комментарии, переходите к Александру. И скидочку. Александр, дадите скидочку, конечно, если кто-то придет и скажет, я с шага новатора, разработайте мне такую штучку, хочу дома хранить, кататься за город и еще и скидочку получить. Можно обсудить. Так, получается, что надо рассказать обязательно, где мы снимаем, потому что вы, наверное, думаете, ничего себе, типа, были на улице, в парке, а тут хоп, и какие-то картины. Сейчас Александр нас познакомит с интересным человеком и расскажет, что мы делаем, где мы прячемся, что здесь за арт-пространство. Да, мы находимся в мастерской у моего друга Павла Юдина, он художник, мы с ним обсуждаем идеи, какие-то решения ищем, то есть я показываю обязательно разработки ему, прежде чем воплощать это все в металле. Вот, можем поговорить с Павлом, он участвовал в изготовлении непосредственно этого байка. Байк мы делали для выставки, поэтому он такой, арт, то есть это арт-объект больше, чем мотоцикл. И Павел может рассказать о своей задумке, о своей идее. А вот непосредственно и Павел, человек, который нас пригласил поснимать здесь непосредственно байк, и дал нам вот такой интересный фон сзади. Павел, расскажите, пожалуйста. Всех приветствую, друзья. В общем, на самом деле, этот байк, конечно, уникальная разработка. Вот я с удовольствием принял в нем участие, но мое участие было довольно скромным. Сейчас расскажу и как, что. Мы не зря выставили фоном одну из моих работ, потому что когда Саша мне показал свои разработки, они мне очень понравились тем, что они не похожи вообще на классические мотоциклы, которые принято видеть там
некая брутальность, обтекаемость, традиция определенно сложившаяся, субкультура. Вот Саша, как талантливый дизайнер и инженер, сделал что-то новое. Когда он мне предложил подумать насчет того, чтобы дополнить этот образ, я как бы подумал, что вообще было бы здорово создать какое-то вот ощущение современности, которое возникает у меня, когда я работаю своими работами. Вот в частности, вот с одной из работ. Это некий симбиоз требования постоянного хэппинга и веселья и одновременно ощущение небольшой такой апокалиптики. Вот. На мой взгляд, это вот такая связь. Мы живем в мире, который очень быстро меняется, который постоянно какие-то ужасные новости выбрасываются, потом о них через день забываешь, новые ужасные новости. Но требование жизни постоянно находиться в позитиве. Поэтому, когда я задумался о том, что же можно было сделать, как бы дорабатывая, немножко внеся в образ байка, который сделал Саша, я решил сделать такие вот образы каких-то смайликов и с простейшими геометрическими фигурами создать некую композицию, которая бы на белом фоне гармонично смотрелась с байком и вносила в него совершенно другую эстетику. Не эстетику байкеров, классического какого-то брутализма, каких-то мужиков в кожаных там куртках, там накачанных с какими-то дамами с огромными грудями, вот. А чтобы это было немножко такое, какая-то цифровая история. Как компьютерная игра, как такой полуужас, полупозитивчик, который все-таки с таким сарказмом, снисходительно относится к реальности, немножко находясь в виртуальности. Вот. И у нас получился, ну, у Саши получился, я немножко внес свою лепту, такой аппарат, который является в каком-то смысле классическим бобером, да, получается, по композиции, но в то же время несет совершенно другую эстетику, абсолютно. И, конечно, любители мотоциклов, вообще этой эстетики байкерской, они, я думаю, что не очень воспринимают такую систему, но мне она очень нравится как что-то, что выделяется из толпы, что не похоже ни на что, и в таких вещах, на мой взгляд, рождается будущее. И вот этот вот симбиоз электро, байкера, байка, потом какой-то эстетики, какое-то безумство и одновременно веселье, ну, мне кажется, это очень знаковая вещь. Я полностью на самом деле согласен. Да, наверное, те, кто там в косухах ездят, там такие, эй, там, в шлемах каких-то там гитлеровских каких-то, они, может быть, посмеются над этим, но если смотреть в будущее, это очень футуристично выглядит, очень как-то, ну, свежо, по-новому, и мне на самом деле очень нравится. И повторюсь, друзья, я прокатился, я прям действительно кайфанул от того, что это бесшумно, это гораздо тише, чем тот же велосипед. Ну и чувствуется мощь, и с учетом километража это довольно классная вещь получается. То есть действительно транспорт будущего. Вот. Пока у нас своих электромобилей нет, но у нас уже есть инженеры, которые создают прикольные электробайки. Ну что, друзья, вот такой вот выпуск у нас получился с «Шаг новатора». Спасибо, конечно, Александру Гордееву и Павлу Юдину за пространство и за возможность показать этот необычный электробайк. Вот. Ну и повторюсь, друзья, это рубрика «Шаг новатора», где мы знакомимся с интересными, талантливыми инженерами и смотрим на интересные, необычные разработки, куда наши новаторы вкладывают свои силы, деньги и время. Поэтому подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Всем пока.